Всем привет! Добро пожаловать на канал Путь Друида, посвященный друидам и магии. С вами Денис. Дни становятся все короче, а ночи длиннее, по мере того, как мы приближаемся к великому празднику Албан-Арсан, или Дню Зимнего Солнцестояния. Это темное и трудное время, которое нужно пережить. Стало холодно, выходить на улицу непривычно. Хочется забраться под теплый плед и не вылезать до весны. Или уехать в теплые страны. В этом видео я хочу продолжить разбор основ друидической практики и рассказать о том, что такое священная роща. Из этого видео вы узнаете о том, почему священная роща является одной из важнейших магических практик друидов, а также о том, как эта практика может помочь вам преодолеть самые трудные, темные и холодные времена в вашей жизни. Итак, давайте начнем. Для начала определимся с самим понятием «священная роща». Под священным я понимаю то, что не будничное, не бытовое, не повседневное и необычное. Нечто, что выделяется, является особенным и связано с духовными практиками. Ну а роща – это обособленная группа деревьев или небольшой лес. В рощах, которые сажают современные друиды, деревья, как правило, по 5-7 штук, высаживаются по кругу. В современном друидизме это определение сочетает в себе несколько аспектов. Первое. Реальное место на природе, но при этом необычное, наделяемое друидом особой силой. Второе. Сообщество совместно практикующих друидов. Тут понятие роща схоже с понятием ковен в Вике. Наконец, третье. Реальное место, но уже в сознании друида, некое внутреннее святилище на тонком или астральном плане. Все эти три аспекта объединяет ключевое слово «место», как то, что друид делает волшебным для выполнения основных духовных практик, как то медитации и ритуалов. Давайте теперь подробнее поговорим об этих аспектах. Священная роща как реальное место на природе. Здесь возможны следующие варианты. Если вы живете в сельской местности или в непосредственной близости от леса, то, возможно, у вас уже есть роща под боком. Все, что вам остается, это сделать ее священной. А может быть, вы живете рядом с местом, которое уже само по себе давно является местом силы, в котором вам бы было комфортно практиковать. Если вы живете в большом городе, то, возможно, вашей священной рощей станет место в ближайшем парке, мини-сад на лоджии, ну или в крайнем случае кактус у компьютера. У всех тут разные возможности, но они, по крайней мере, есть у всех. Роща, как сообщество совместно практикующих друидов, воплощает в себе социальный элемент друидической практики. Друиды рощи общаются, делятся опытом, собираются вместе, совершают публичные и приватные ритуалы, отмечают праздники рощи или колеса года, или какие-либо значимые события. Вся суть здесь именно в общении с другими друидами, обмен опытом и совместная практика, которая отличается от индивидуальной. Священная роща в сознании друида – это некое место, которое находится или создается непосредственно в сознании, воображении, душе друида для различных целей. Например, для проведения медитации, ритуалов, астральных путешествий, общения с духами, предками или богами. Внутренняя священная роща у каждого своя, тут не может быть четких правил или требований. Во всяком случае, их нет в той разновидности друидизма, что практикую я. Это ваше и только ваше место силы. Это может быть березовая, дубовая или сосновая роща. И да, я в курсе, что в русском языке под словом «роща» подразумевается в основном лиственные деревья. Ваша роща может быть частью более широкого внутреннего пространства,
куда тоже можно перемещаться и исследовать. Священная роща – это буквально часть вашего внутреннего мира, где вы можете остаться наедине с собой. Это место уединения и волшебства. Место, где никто ничего не хочет и не ждет от вас. Место, где проблемы реального мира отступают. Место, где другие люди временно не могут вас потревожить. Место, где вы по-настоящему чувствуете себя в целости и сохранности. Место, где возможна магия. Если вы знакомы с медитацией осознанности, условно я называю ее восточным типом медитации, то практика священной рощи принципиально другая. Она основана на визуализации. Это то, что я опять же условно называю европейским типом медитации, целью которого является не достичь состояния отсутствия ума, как в медитации осознанности, а осознать себя в другом мире, получить мистический или внетелесный опыт пребывания вне границ времени и пространства. Оба этих основных типа медитации взаимодополняют друг друга, так что не стоит думать, что один из них лучше или хуже. Мой опыт, например, подсказывает, что медитация осознанности лучше подходит для практики в реальной роще на природе, так как мне не нужно ничего визуализировать, я уже нахожусь там, где нужно, и моя задача в таком случае будет заключаться в том, чтобы достичь состояния отсутствия ума, который постоянно забит бытовыми проблемами или ненужными в данный момент мыслями. И просто стать сопричастным магии места, осознать себя не частью, а целым с миром вокруг меня. Проще говоря, когда я нахожусь на природе, мне вовсе не обязательно визуализировать себе, что я нахожусь на природе. Но если я нахожусь дома или далеко от природы, то метод визуализации работает отлично. Моей задачей будет тогда ненадолго покинуть мое реальное место и осознать себя в другом мире, в своем внутреннем святилище. Никто не запрещает смешивать оба типа медитаций. Например, находясь в своей квартире, вы можете очутиться на залитом солнцем лугу. Далее вы можете подойти к древнему дубу, который растет неподалеку, и, расположившись в его прохладной тени и закрыв глаза, сконцентрировать свое внимание на собственном дыхании, то есть начать медитацию осознанности. Здесь нет правильного или неправильного пути, есть только ваш личный опыт и практика. Но есть определенные меры предосторожности, о которых я хотел бы сказать. Медитируя, убедитесь, что вас никто не потревожит в течение того времени, что вы собираетесь медитировать. Если можете, выключите телефон, снимите фитнес-браслет и так далее. Знаю, звучит глупо, но не медитируйте за рулем или в ситуациях, где требуется повышенная концентрация внимания. Не слушайте соответствующую музыку или гид медитации. Если вы ведете машину, не концентрируйтесь на собственном дыхании, просто ведите машину. Регулярная практика с ключевым словом «ненадолго». Во-первых, ваши первые визиты в астральную священную рощу не должны быть долгими. Во-вторых, чтобы все это имело хоть какой-то смысл, они должны быть регулярными. Формула следующая. Лучше 10-15 минут каждый день, чем 1 час один раз в неделю. Со временем ваша священная роща может расти и изменяться. В ней могут сменяться сезоны и время суток, а могут и нет. Может быть, там всегда будет вечное лето и вечный солнечный день. А может быть, там будет вечная теплая колдовская ночь с полной луной, заливающей серебристым светом ароматные луга на Альбан-Хэруин, день летнего солнцестояния. Я стараюсь не форсировать собственное сознание и воображение. Что-то придумывать через силу не нужно. Но если что-то вдруг придумывается и получается интересно, почему бы и нет? Я пытаюсь быть сопричастным естественному ходу событий, хоть события эти происходят у меня в голове. В моей священной роще сменяются сезоны и время суток. Рядом с ней открываются новые области, куда можно пойти. Также бывают посетители – животные, птицы, люди, духи-хранители и боги. Все 3 аспекта практики священной рощи важны для друида. Чем чаще вы практикуете на природе,
тем естественнее развивается ваша внутренняя роща. Чем больше вы узнаете о деревьях, растениях и животных из лекций, книг или документальных фильмов, или от непосредственного общения с ними, тем живее становится ваш собственный внутренний мир. Общение с понимающими людьми, обмен идеями и опытом также являются необходимыми условиями роста. Эти люди не обязательно должны быть друидами, они не обязательно должны думать так же, как вы, но вместе вы составляете один круг или одну рощу. Наконец, практика внутренней рощи развивает наш собственный внутренний мир, защищает и лечит нас, восстанавливает наши силы, делает возможной магию. В любой хорошей книге, посвященной современному друидизму, вы найдете более подробную информацию о том, что такое священная роща и как с ней или в ней работать. Мне бы также хотелось порекомендовать одно видео с канала Esoteric Moment Druidry, The Inner Grove and Outer Grove, посвященное данной тематике. Свой следующий выпуск я хочу полностью посвятить медитации священной рощи. Это будет практическим приложением к этому видео. А на этом у меня все. Большое спасибо, что посмотрели. Найдите свою священную рощу в мире внешнем и внутреннем. Обретите мир в центре круга деревьев. До встречи в следующем видео. Пока.